Уважаемые редакции, недавно нам пришлось с женой пойти на выступление нового модного ансамбля. Пришли мы туда культурно отдохнуть, то есть послушать музыку. Но вместо культурного отдыха получилось черт знает что. Противно вспомнить. Когда заиграл ансамбль, волосатые юнцы начали визжать, трястись, как ненормальные. Нормальных людей в зале раз-два и обчелся. Ушли мы оттуда как оплеванные. Хотя нам по 45 лет, мы не считаем себя старыми или отставшими от жизни. И все же нам непонятно, как может подобное поросячий визг и рев звучать со сцены. Объясните, пожалуйста, зачем и кому нужно это искусство? Раз, два, I've got a never-ending love for you. From now on, that's all I wanna do. From the first time we met, I knew I have a never-ending love for you. After all this time of being alone, love for another, live for each other. From now on, from now on, from now on. Дорогая редакция, пишут вам ученики 9 Б-класса из города Ленинграда. В вашей газете была помещена статья «Ритмы и вкусы». Как ни странно, но вкусы всего нашего класса одинаковые. Все мы любим бит-музыку и ценим настоящие ансамбли типа Слейд, которые вы назвали западной дешевкой. Мы с этим не согласны. А ведь купить диск этого ансамбля не каждому и по карману. И в нашем классе только двое имеют этот диск. Конечно, обидно, когда у одного есть хорошая вещь, а у другого ее и нет. Пора и нашей промышленности взять за выпуск пластинок с бит-музыкой. Мы хотим слушать музыку 20-го, а не 18 века. От имени класса писал комсорг Петров. В.Б. Когда я первый раз пошла на сейшн, я обалдела от всего этого. Это обстановка, это потрясающая музыка, которую нигде больше не услышишь у нас в Москве. Вот. Вообще, этот ажиотаж, который царит вокруг ансамбля, модная толпа, которая стремится к сцене, и все хотят познакомиться с солистами или руководителями, чтобы их увидели вместе с ними. Вот. Ну, конечно, они стоят на сцене такие эффектные, с гитарами,
шевелюрами, на них просто приятно посмотреть. Яркие лучи, скучный серый день стал радужным лучом. Хоровод огней бронзовых коней превратили дни в жаркий летний цирк, цирк чудес, которых мы уже не ждем. Я найду ключи к сердцу памяти, разбужу, качну пыльный маятник, цепи лет сниму с лестниц времени, пусть услышит мир сказания черных сон. Вот лично я уже не хожу на сейшн месяц. Ну, это очень неплохо. Я помирилась со своими родителями. Вот, а то я их очень измучила. Они беспокоятся за мои новые знакомства. Вот. Но от этого все-таки избавиться очень трудно. Когда я первый день сидела дома, мне было ужасно скучно, я думала, что же там такое на воле. Вот. Ну, туда ходят даже старые люди. Вот, например, можно увидеть там людей уже лет по 30. Они вообще уже сравнялись с асфальтом, а все уходят, на сейшн ходят и никак не могут отвыкнуть. Вот. С бит-музыкой я познакомился 4 года назад, когда на заработанные в стройотряде деньги купил магнитофон. Я сразу понял, что это моя музыка, музыка жизнерадостных ритмов 20 века. Она придает бодрости, заряжает энергией.
Вот придешь усталый после работы, включишь магнитофон, и сразу настроение поднимается. Усталость как рукой снимает. А дома у меня тоска. И фикусы по углам стоят. И родители все время толбят, что нужно учиться, учиться, чтобы больше зарабатывать. Они думают, что лучше всех знают, как нужно жить, и какую музыку нужно слушать, и какой длины должны быть волосы. И когда я прихожу на сейшн, я просто отдыхаю душой. Я знаю, что там мне никто не будет капать на мозги. И вообще, если и у меня еще есть в жизни что-нибудь приличное, то это поп-музыка. Лица стерты, краски тусклы, то ли люди, то ли куклы. Взгляд похож на взгляд, а день на день. И я устал и отдыхая, полагаю, вас приглашаю. Те куклы так похожи на людей. Отлики и пираты, циркачи и акробаты. Их злодейчий вид внушает страх. Волк и заяц, тигры в клетке, все они марионетки в лобке и натруженных руках. Волк и заяц, тигры в клетке, все они марионетки в лобке и натруженных руках. Несколько лет назад, когда нас выгоняли из очередного клуба, у нас возникало желание написать письмо в газету обо всех трудностях самодеятельного ансамбля. Но потом это желание почему-то пропало. Сейчас не возникает вопрос, является рок-музыка искусством или не является. И, по-моему, уже ясно, что это безусловно искусство, и что на нее существует огромный социальный спрос у молодежи. А весь нездоровый ажиотаж вокруг нее — это не вина самой музыки, а беда в том, что она поставлена в нездоровые, в неестественные условия. Это запретный плод. Ансамбли, которых, к сожалению, по-моему, становится меньше и меньше, я имею в виду самодеятельные ансамбли, находится в очень на странном положении. То есть на непонятном каком-то полуофициальном, полунеофициальном. Ансамбль — это не просто человек с гитарой сел, поиграл, попел, потому что репетирует он громко. То, что громкость этой музыки нужна, уже, по-моему, ни у кого возражений не вызывает. Громкость — это ведь это просто расширение диапазона. Когда бывает вечер, потом приходит все граждане, да, разгневанные, это естественно, конечно. Никому не хочется после работы слушать громко музыку, не отрепетированную к тому же еще. Значит, необходимо место, где ансамбль мог бы заниматься. Необходима аппаратура, которая стоит, к несчастью, бешеные деньги. И необходима возможность выступать перед аудиторией. Если, конечно, ансамбль достиг определенного уровня. Так вот, и с тем, и с другим, и с третьим, по-моему, дела обстоят не лучшим образом. Мы занимаемся этой музыкой, я занимаюсь этой музыкой вот уже 7 лет, наверное, потому что ощущаю просто потребность заниматься этой музыкой, потому что чувствую, что мы можем что-то сказать в этой области, в этом искусстве. Это такой же полноправный вид искусства, как
стихи писать или картины. И мне кажется, что иногда у нас получается. Но вот хозяин гасит свечи, кончен бал, не кончен вечер, засияет месть в облаках. И к утру снимут с нитки длинной, и засыпав нафталином, в виде тряпок сложат в сундуках. Засыпав нафталином, в виде тряпок сложат в сундуках. Ну, я думаю, что в этих кинописьмах выражены практически все или почти все существующие взгляды по поводу вид музыки. Она действительно вызывает споры. Ну, сейчас люди старшего поколения осуждают некоторые современные танцы. Нам кажется, что, скажем, насколько лучше были фокстроты и танго в начале нынешнего века. Такому же осуждению подвергались танго и фокстроты, которые казались в высшей степени безнравственными. Им ставился в пример вальс. А в свое время, в начале XIX века, внедрение вальса тоже сопровождалось большим скандалом, потому что этот танец казался страшно эротическим. Это был первый танец, когда люди публично обнимались и, так сказать, тесно прикасались друг к другу, чего в бальных танцах предыдущего периода не было. Если говорить о том, что нужно или можно было бы с этими вещами делать, я думаю так, что вид музыки, так же как и во всяком другом жанре музыки или вообще искусства, есть свои хорошие, есть свои плохие образцы. Единственный способ влиять на молодежь, воспитывать хороший вкус и избегать издержек плохого вкуса, это популяризировать хорошие образцы, то есть действовать конструктивно, а не методами просто административных запретов, гонений, которые просто неэффективны и действительно вызывают то, что запретный плод становится более сладким. Вот такие, в общем, эти методы мне и кажутся наиболее правильными. А вдаваться в характеристику качества этой музыки я не могу, я воспитан по возрасту и по всему прочему несколько другой музыкальной культуре, поэтому мне эти вещи понять, зачем они нужны, молодым людям гораздо легче, чем самому их почувствовать.